Всем привет! Сегодня у меня день посева гелиотропа Марине. Я первый раз его сею. Марине — это низкорослый сорт. Но по показателям достигает примерно 40-60 сантиметров в высоту. В общем, как бы не очень сильно низкий это сорт. Буду сеять гелиотроп и вербену. Вербена у меня обе ампельные. Imagination и просто вербена гибридная ампельная. Как я их буду сеять, сегодня поделюсь с вами. Набрала в формочку грунт. Грунт у меня покупной, универсальный. В этот раз я его проливать всю площадь кипятком не буду. Делаю бороздки. Немножко так вдавливаю бороздки, примерно 0,3 мм по глубине. Так хорошенько вдавливаю грунт, чтобы не был под бороздками рыхлый. Бороздки проливаю отдельно, хорошо их увлажняю, сами бороздки, чтобы были влажные-влажные. Простой обычной водой, комнатной температуры. Семена у гелиотропа не совсем мелкие, но и не совсем большие. Поэтому буду их сеять. Не выкладывать по одному, а просто просевать. Вот такие они. Крохотулечки. Немножко нужно увлажнить палец. И вот так в бороздке просто посеять. Можно же, чтобы палец не был сильно мокрый, а немножко чуть-чуть влажный. Беру влажную землю, притрагиваясь к влажной земле. Набираю на пальчик семена и просто вот так сею. Так, посеяли семена, вроде бы все собрала. И сверху присыпаю не грунтом универсальным, а торфом. Он такой рыхлый-рыхлый, видите, вот такой, без комочков, без ничего. Меньше сантиметра, 0,5 мм. Присыпаю по бороздкам. Где-то примерно 0,3 сантиметра мы делали бороздки глубину. И 0,5 присыпаю торфом. И немножечко можно придавить грунт. И сверху торф сбрызгиваю еще раз. Ставлю формочку, пакет и ставлю на батарею прогревать где-то минут 30-40, чтобы грунт очень хорошо прогрелся. Следующую будем сеять вербену. Точно так же набираю универсальный грунт покупной. Выравниваю в формочках грунт, чтобы был ровненький. Делаю бороздки. Уплотняю еще грунт, чтобы семенам при прорастании было за что схватиться. Посев вербены от гелиотропа тем, что у семян вербены очень плотная оболочка. Для того, чтобы семена проросли, им нужно создать стрессовую ситуацию. Вот сейчас я эту стрессовую ситуацию им буду создавать. Сразу же готовим семена крупненькие и плотная у них оболочка. Проливаю бороздки кипятком. Вот только закипел чайник и кипятком. Одни бороздки. И сразу же в эти горячие бороздки сею семена. Можно немножечко поправить вот так, чтобы они были действительно в бороздках. Сверху присыпаю торфом легким, примерно тоже 0,5 мм. И немножко придавливаю. И опять же можно пролить горячей водой, кипятком. Закрываю прозрачной крышечкой. Многие рекомендуют вербену не присыпать. Но я поняла, что если семена побольше, лучше их присыпать и немножко придавить грунтом. Смотрела по выращиванию виолы. Я села, я недавно вам ее показывала. Семена там не такие крупненькие. Проросли те, что были присыпаны грунтом. Поэтому я считаю, что
крупные семена лучше придавливать, ну, примерно хотя бы на 0,5 миллиметра грунтом. Как только семена взойдут, я продолжу видео и потом уже буду ставить в интернет, на YouTube. Ну, как бы не хочу без всходов показывать видео. Ну, сейчас, ребята, я вам показываю всходы. Всходы меня разочаровали. Ну, наверное, скорее всего, я разочаровалась в том, что я их, наверное, неправильно посадила. Поэтому делаю выводы, чтобы вы не делали таких ошибок при посеве, как сделала я. Так, ну начнем с гелиотропа. Всходы появились 29-го. Это через 10 дней после посева. Но всходы вот такие. Гелиотроп. Значит, всего 2 сеянца. Вот этот самый большой, этот появился 29 января, через 10 дней. Какой я сделала вывод? Гелиотроп лучше не присыпать грунтом. Пролили бороздки, рассыпали или разложили семена, сбрызгали немножко водичкой и поставили в теплое место. Они у меня стояли на подоконнике. Там им света, по-видимому, было недостаточно. Как только я поставила на стеллаж с подсветкой, сразу же на второй день появился первый всход. Значит, делаю вывод, что гелиотроп всходит на свету и без присыпания почвой. Температура у меня на стеллаже была в пределах 22 градусов. Я даже себе вот записала. Грунтом при посеве не присыпать. Всходы лучше держать под освещением. Температура 22. Вот какой вывод я сделала по гелиотропу. Но у меня еще есть надежда на гелиотроп, так как я смотрю, появился вот еще один всход. Значит, гелиотроп, он очень долго прорастает, и поэтому у меня еще есть надежда, что какие-то семена зайдут. Следующая вербена, Imagination, взошла, ну, наверное, процентов 15. 8 росточков всего взошло. И взошло тоже после того, как я поставила на стеллаж с подсветкой. На подоконнике ничего не всходило. Ампельное гибридное взошло только одно семя. Показываю вам без преувеличения. Показываю то, что есть. Могла бы вообще не показать, потому что такие всходы, это как бы, ну, и стыдно, что они у меня такие получились. Но показываю то, что есть. Значит, что сделала, какой вывод сделала по вербене? Вербену тоже лучше не присыпать. В крайнем случае, если хотите, чтобы у нее семена побольше, если хотите, чтобы семена при прорастании сразу же схватились за грунт, немножечко их придавить, но придавить буквально таким слоем грунта, чтобы семена просматривались. И когда вы их поставите под подсветку, они будут тянуться уже, семена раскрываться и тянуться к свету, и поэтому их будет больше. Ну и плюс то, что я посмотрела одного блогера, я сеяла эти семена первый раз и пролила кипятком. И сразу же посеяла их в грунт. И, наверное, скорее всего, я эти семена сварила. Пролили грунт кипятком, и сразу не нужно сеять. Нужно дождаться хотя бы минут 5, чтобы вышел из грунта пар, и чтобы он немножко охладился. Потом нужно посеять семена. Посеяли семена, прикрыли маленьким слоем грунта, чтобы семена просвечивались. И в теплое место на подоконник. Но, скажу так, на подоконнике у меня они стояли, вообще не сходили. Взошло только на стеллаже с подсветкой, где температура была 22 градуса. Ночью поднималась, может быть, до 23. Первый всход у меня был на 12-й день, 30-го. И тоже я себе сделала вывод, подождать, пока грунт остынет, и лучше не присыпать. Ставить под освещение при температуре 21-22 градуса. Сейчас я их уже, вот эти росточки, пусть они, их немного, по одному, по два, по 3, уже они у меня стоят под освещением, под лампами, при температуре 22 на стеллаже. Уже я сняла пленку
И уже я пролила их биоглобином, чтобы дать им хоть какое-то питание из грунта. Биоглобином 2 капли на стакан воды. И буквально вокруг росточка прокапала несколько капель биоглобина. Делайте выводы из моих ошибок и не повторяйте мои ошибки, которые я совершила. Удачных вам посевов! Пусть у вас получается не так, как у меня, получается 100% всходы. Пусть они растут, развиваются, пусть они вас радуют. Всем спасибо за просмотр, всем пока.